Всем привет! Этот пирог настолько простой, насколько и безумно вкусный. Вот это все, что нам понадобится. Песочное тесто, я его купила в магазине, чтобы не заморачиваться. Сгущенка, яйца, лимоны. Если вы любите готовить все сами, муку соединяем с солью и сахарной пудрой, добавляем кубики холодного сливочного масла, быстро растираем в крошку руками или миксером, добавляем порциями ледяную воду, быстро собираем в комок и в холодильник на 1 час. Итак, берем форму на донышко. Пергаментную бумагу вот этой гладенькой стороной сюда, вверх. Тесто должно быть холодное, но при этом не замороженное. Если оно будет сильно теплое, будет трудно его вот так вот, как я сейчас снимаю, снять с пергаментной бумаги. Тогда, как вариант, вы можете в этой пергаментной бумаге его прямо и класть. Лишнее обрезаю. Подравниваем до одинаковой высоты. Если у вас форма низкая, то вы можете взять скалку и просто вот так ровненько пройтись, чтобы срезать бортик лишний. Теперь важный момент. Так как тесто песочное, оно может повздуваться такими пузырями. Его надо наколоть вот дно. Видите? Вот так вот часто-часто накалываем донышко. Выпекаем в разогретой духовке 15 минут при температуре 180 градусов. Снимаем цедру с лимонов, с 2. Вот на такой мелкой терке я это делаю. Перед этим лимоны я помыла горячей водой, мыльной. Беленькая кожура нам не нужна, она имеет горечь. А желтая нам придаст приятный вкус и цвет. Вот, получилась почти столовая ложка цедры. Выжимаем лимонный сок над ситечком. А чтобы не падал хвостик, продеть туда ложечку обычную маленькую. Вот, видите, косточки, и все это нам не надо. Вот так вилочкой поворачиваем, и сок идет. Видите, как много и как аккуратно все получается. Вот у нас получилось 106 грамм с 3 лимонов. Приготовим крем. Вливаем лимонный сок 100-120 миллиграмм. Сгущеночку. Сгущенка с сахаром, не вареная. Этот крем универсальный. Он такой вкуснющий, его можно просто кушать ложками. Взбиваем на высоких оборотах 10 минут. У меня на канале есть похожий рецепт лимонного крема. Можно посмотреть, ссылка вот здесь вверху. Сюда же выкладываем цедру и яйца. Сюда же бултых. Сначала так просто я помешаю, а потом на малых оборотах где-то 30 секунд. Посмотрите, какая густая, вкуснющая получилась начинка. И как ее много, вы видите. Достаем, выкладываем всю начинку прямо на горячий корж. И отправляем нашу вкуснотищу дальше запекаться. Температуру мы снижаем на 160 градусов и запекаем 25 минут. Посмотрите, центр немного подрагивает. Видите? Даем остыть до комнатной температуры и отправляем в холодильник на 2-3 часа. Это уже можно пробовать. Если же вам хочется сделать праздничный пирог, то предлагаю украсить 2-м слоем начинки. Сливки 30-35% жирности, примерно 100 грамм. Где-то через минуту взбивания, пики вы видите еще мягкие, добавляю чайную ложку сахарной пудры. Много не надо, потому что лимонный крем очень сладкий. И продолжаем взбивать до стойких пиков. Через 3 минуты добавляем 100 грамм любого мягкого сливочного сыра, не соленого. И размешиваем вначале на малых оборотах, потом на средних пару секунд, 30-40. При желании можно добавить столовую ложку лимонного сока и перемешать.
Будьте внимательны, чтобы не перебить крем, он должен оставаться все время густой. Корж остыл до комнатной температуры, сейчас выкладываем верхний слой на лимонный крем. Вот так ровненько распределяем. Вот смотрите, я так поворачиваю, и он ложится ровно. Сильно на крем не нажимайте. Отправляем в холодильник до застывания на 2 часа. Затем извлекаем из формы и угощаемся. Обожаю лимонную выпечку. Это настоящий ароматный торт. Как же он пахнет лимоном. Нарезать такой пирог – одно удовольствие. Лимонный слой такой мягкий и податливый, как густое желе. Как же здесь много лимонной начинки и совсем тоненькая полосочка песочного теста. Я придумала сама этот пирог и пеку его именно таким. Это полный восторг. Попробуйте. Вам было интересно? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Пока-пока.